Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель. В этом видео мы с вами будем разговаривать касательно нового способа фарма, который фронтиры ввели к нам в нашу великолепную игру. И это, конечно же, связано с Таргоидским Титаном, с новым модулем и так далее. Так что обо всем подробнее в дальнейшем, а с вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, СМИ контент. И если хотите поддержать меня и контент, который выходит на канале, то все ссылочки в описании под видео, бусти и донатики. А вот теперь поехали. Начнем с того, что у нас появился новый модуль Ксеносканер импульсных волн, который поступил в продажу официально после цели сообщества, связанного с этой историей. И он-то нам и нужен. Вопрос, где его брать. Нас интересует система, где присутствует спасательный мегашип, то есть гигантский корабль спасения. Их довольно много. Прилетаете просто на него, заходите, естественно, в снаряжение, раздел экспериментальное, и там он вас будет ждать. Берете, одеваете во внешний слот и берете корабль. Только корабль нужно подготовить определенным образом. Давайте быстренько пробежимся по сборке корабля. Что нам нужно? Первое. Пучковый лазер с теплоотдачей, чтобы охлаждаться от Таргоидского Титана. По внешнему оборудованию теплоотводная катапульта, ситуативно. Ксеносканер импульсных волн, антикоррозийная катапульта, и да, ее можно заинженерить. Нейтрализатор таргоидских импульсов. Далее основное оборудование. Корпус в жир, силовая с малым излучением, чтобы корабль был похолоднее. Маневровые двигатели, грязная настройка, ускорители, рамочный сместительный на большой прыжок. Система жизнеобеспечения D-класса, распред в моем случае 7А, чтобы я мог спокойно зажать гашетку и охлаждаться. По идее, такого размера не нужно, можно ставить и меньше. Сенсоры D-класса. Далее. Контроллер дрона-ремонтника, ситуативно, смотря сколько вы времени планируете там провести. Корпус, усиливаем, конечно же, надежное усиление, утолщенная броня. Грузовые стеллажи антикоррозийные, куда мы будем все это дело скидывать. И контроллер дронов иных. Можно взять просто обычного дрона-исследователя на самом деле. Это все. Набор усиления модуля тоже на всякий случай. И не забывайте дронов. Не забывайте, почему я беру Крайт МК2. Он быстрый и такой же по температуре, как Крайт Фантом. При этом Type 10, Анаконда, Корвет, они медленные. Таргоиды, если вас перехватят, будут вас бить, и вы потратите больше времени, когда будете пробираться сквозь Таргоидский вихрь к самому Титану. И нужно будет, собственно, ставить больше коррозийных отводов. И вот, естественно, нас, конечно же, перехватывают. И такое, кажется, происходит почти каждый раз, наверное, если не каждый. И, конечно же, Таргоид не может нас догнать из-за нашей большой скорости. Правда, Василиск 530, тут почти 530. Хотите, берите Фантома. А хватают довольно часто. Вот меня выхватили еще в самой системе. Будьте аккуратнее. И вот опять. 2 перехвата в системе уже. Я не знаю, есть ли смысл показывать вам, как пролезать туда, если что, вдруг перемотайте. Мало ли, просто есть люди, которые не видели предыдущие видео, никогда этим не занимались и не знают, как вообще это делать. Пролетаем тупо вперед. Видим каустик на себя. Продолжаем бустоваться, заранее в систему делаем 4 пипки. Да-да, конечно. Искусственно растягиваю время видео. Да-да, я на Анаконде полетел. Скидываем. И да, нейтрализатор таргоидских импульсов работает у нас, если что. Не только через огневую группу, но еще и на кнопку. В настройках можете найти. И да, лечу я зачем-то туда в оупене. Да ладно. И фронтиры вроде как понерфили нагрев во время этого дела, но почему-то я опять нагрелся, не знаю.
И да, лучше летите в соло, потому что игроки могут не то что вам мешать, они могут просто не давать вам нормально собирать, потому что сами собирают. Ну и вот мы пролезли. Теперь аккуратненько летим, не пустуемся и следим за температурой. Чем ниже, тем оно будет лучше. И нам нужна та сторона Торговецкого Титана, из которой и в которую влетают большие корабли. Ну вот, спокойненько подлетаем, температура в покое 15%, что довольно удивительно, но это все заслуга Крайта и силовой, конечно же. И летим вот на эти, даже не знаю, как их назвать, зазубрины. И да, уже видим здесь игрока на катере. Подлетаем, не торопимся, используем ксеносканер. Подлетаем еще поближе. Пока что не показывает. Вот теперь показывает. Летим к одной из этих частей. И дрон-исследователь. Заходим в первое меню. Место стыковки дрона-исследователя. Активируем дрона. Вытаскиваем грузовой стеллаж. Немножечко встаем в сторону. И особо не отсвечиваем. Температура 0%. Ну, собственно, так и стоим. Пока все это дело добывается. Дрон потом отстыкуется и сам, естественно, прилетит к нам, в наш грузовой. Ну все, дрон возвращается. Грузовой отсек полон, не страшно, потому что у нас там все битком. Можем продолжать дальше. Точно так же. Если что, у вас тут еще удобно показывается процентами, сколько осталось. Ну и таким образом собираем с этой верхней части. И да, тут будут падать разные материалы, так что не волнуйтесь. Сейчас мы получили, как видите, другой материал. Но это все с этого же места. Ну и что мы получаем? 3 вида товаров. Образец глубокой ткани пасти титана, образец ткани пасти титана и неполный образец ткани пасти титана. Теперь отправляемся в другое место, где будем фармить другие вещи. Летаем, смотрим на зеленые подсвечиваемые части. Ну и приближаемся к ним. Там даже тут что-то собирает, либо это с другой стороны. Это не то. Это материал. Не путать материалы и товары, друзья. Подлетаем поближе. Гнездо дрона на ткани. Делаем абсолютно все то же самое. А вот этого, кстати, не было тогда на стриме, когда я получил тот самый модуль раньше, нежели все после CS-ки. Ну так просто получилось. Это вот интересно, дефекты у теплового стока. А, понятно. Это немножечко странно, наверное, выглядит, но все же давайте попробуем. Да. Так можно будет фармить еще торговские материалы. Фронтиры кое-что сделали по-другому. Удивительно. Оставлю это на видео, пожалуй. Специально для вас. Когда эта штука начала фигачить паром, моя 3080 начала жрать 320 ватт, и у меня FPS просадился очень сильно. Будьте осторожны. И еще меня почему-то притянуло к этой штуке, а не оттолкнуло в сторону, и я потерял часть корпуса. Будьте осторожны. Но мы возвращаемся к товару. Я не знаю, как это работает, но сколько времени нахожусь сейчас в Опене, я не видел ни одного торгоида. Даже вроде никто не влетал и не вылетал из той огромной пасти.
то максимально, как по мне, странно. Так что есть вариант пофармить в опене. Вдруг тут Титан багуется как-то. Я уже просто в наглую по КД закидываю дронов-исследователь, не охлаждаюсь и как бы, ну, все в порядке. Что-то фронтиры точно поломали. Не, ну просто очуметь, я уже тут в 2 дрона по полной развлекаюсь, офигеть. И получаем 3 товара. Образец глубокой ткани титана, образец ткани титана и неполный образец ткани титана, который я фармил очень и очень долго. Как вы видите, у меня осталось 11 дронов. Как-то так. Теперь вопрос. Как отсюда нам улететь? Если безболезненно, то делаем следующее. Просто-напросто делаем релог. Сейчас покажу вам, чтобы потом не было вопросов, то, что работает, не работает, может быть, фронтиры это пофиксит, не пофиксит, фиг их знает, что произойдет, на видео пусть останется. Релогаемся и зайду также в Open, чтобы потом не было то, что ты зашел в соло, и я зашел в Open, у меня не работает, заходим также в Open. Все, мы снаружи. Торговецкий вихрь где-то вон там. Но если вы не ищете легких путей, то просто вылетаем обратно. Нас даже волна подтолкнет, только не развалитесь по пути. Потому что товары — это не материалы. Товары мы можем потерять. И да, на кой черт нам нужны эти товары, я тоже до сих пор не знаю. Скорее всего, потом понадобится при крафте очередного какого-то модуля, в кавычках, нового. Непонятно, неизвестно, что будут делать фронтиры, неясно. У торговцев уже 2 новых корабля, и я могу продолжать это до бесконечности. Всего у нас 6 новых типов товаров, связанных с торговецким титаном. И вот как раз таки неполный образец ткани титана тогда со стрима я и не смог собрать. Потому что, ну, не получилось, не фартануло, и сейчас он выпал только один за такое большое время. Напишите, что думаете, к чему приведет вся эта история с торговецкими титанами, как мы будем с ними взаимодействовать в плане уходить отсюда вон, либо уничтожения. Будет очень приятно почитать. И вот, опять перехват, и мы как раз таки с грузом. Весело. Берите быстрые корабли. Если большие любите, берите катер. А у меня на этом все. Всем спасибо, друзья, за ваши просмотры, лайкосики, подписочки, донатики и все это прекрасное. В описании под видео всевозможные ссылочки, плейлисты, социальные сети и помощь каналу. С вами был Киселев, всем до встречи и пока-пока. Увидимся с вами завтра, ну или сегодня на стриме, если он будет. До встречи и да, я после этой, так сказать, перехвата выжил.